Всем привет! Я снова отправляюсь в путешествие. В этот раз я лечу на Южный Урал, а именно в Екатеринбург. Собрал вот такой вот полностью заполненный рюкзак, который сейчас нужно будет сдать в багажное отделение и пройти регистрацию на рейс. Мой вылет только в 2 часа ночи. Буду в Екатеринбурге я в 6 часов утра, потому что разница между Екатеринбургом и Москвой 2 часа. Итак, я прилетел в Екатеринбург. Пока что я еще в аэропорту Кольцово. Сейчас я вот иду к автобусу и уже непосредственно поеду в сам центр города. Я в центре Екатеринбурга. У нас вокзал, памятник. Вот там недострой какой-то. Сейчас схожу позавтракаю и пойду в сторону отеля. Так, ну все, от рюкзака я освободился. Иду гулять по городу. Храм на Крови построен на месте дома Ипатьевых, в котором в ночь на 17 июля 1918 года был расстрелян последний российский император Николай II вместе с его семьей и прислугой. Находится в центре Екатеринбурга. Я уже с другой стороны городского пруда и иду к Ельцин-центру. Забыл снять основную экспозицию музея. Помимо него там находится еще пару магазинов и несколько кофеен. Итак, я все же забрался на смотровую площадку на небоскребе Высоцкий. Несмотря на то, что тут сильно ветрено, виды отсюда действительно чудесные. День второй. Едем в Челябинск. Время 6 утра.
Дорогие друзья, вот я в Челябинске. У меня есть пару часов, чтобы пройтись по городу, после чего я еду. В парке Таганай обещается быть дождливой, поэтому решил купить себе дождевик. Вот и мой поезд Златоуст. В Челябинске я провел 5 часов и выдвигаюсь в сторону Златоуста. Наконец-то приехал в Златоуст. На часах 21:08. Сейчас буду идти в сторону отеля. Добрался до своего отеля вот с таким вот видом на Таганайский парк. Целый комплекс. Вот, там у меня вдалеке я живу. Завтра обещают плохую погоду, будет пасмурно, будет идти дождь, и погода будет там в районе плюс 15. Так что завтра буду одеваться теплее и идти уже в сам Таганайский парк. Всем доброе утро. С кайфом поспал на такой кровати. На часах у нас 11:28 по местному времени. Собрал свой рюкзак. Как всегда, тут обычно ничего не поместилось. Пришлось запихивать все снаружи. Но ничего страшного. Вот он, горбатый мост через речку или озеро. Речка, не вижу. Сейчас вот по нему пойдем. Пошел дождь, поэтому я в срочном порядке надеваю дождевик. Я в приюте «Белый ключ». Делаю привал на обед. И затем иду, если видео мне позволит, к двуглавой сопке. Идем к двуглавой сопке. Вот тут 700 ступеней, которые надо преодолеть, чтобы на нее забраться. Эти 700 ступенек оказались прерывистыми. После них и в перерыве идет вот такой вот крутой подъем. Вот я наверху. Как всегда, с погодой мне не повезло. Ничего я не увидел. Нормально я сейчас не засниму из-за того, что ветер очень сильный. Поэтому в скором времени буду спускаться вниз. Самую легкую часть маршрута мы преодолели, поднялись сюда. Теперь осталась самая трудная часть маршрута. Это спуститься. Вот эти знакомые скалы. Они на спуске встречаются. Не знаю, почему я их не заметил. Видимо, не обратил внимания. Вот, наконец-то я спустился.
Итак, снова отправляюсь в путь. А до приюта Гремыч ключ. Отдохнул, попил чаю. Теперь снова готов ходить. Я в Гремячем ключе. Сейчас буду ставить палатку вот здесь вот и ночевать в этом же месте. Вот она, моя палаточка. Я уже поужинал. Скоро буду ложиться спать. Дождь тут прошел, я бы даже сказал ливень. На завтра по планам зайти на гору Круглица через откликной гребень. А ночевать я завтра тоже буду здесь. Ну все, я позавтракал. Выдвигаемся на маршрут. Дойду сегодня до откликного гребня и попробую забраться на Круглицу. Час пути, и вот я на откликном гребне. Какой замечательный вид отсюда. Насладитесь им. Смысла идти на Круглицу я не вижу. Поэтому я сейчас сделаю небольшой привал и пойду в сторону своего лагеря. Вот как должен был выглядеть откликной гребень отсюда. А вот это туман, конечно. Забрался вот сюда. Наверх дальше не знаю, как идти, да и даже сил что-то нету. Все в тумане. Доброе утро. Пора вставать, одеваться и идти в сторону выхода из парка. Время 8:30. У меня есть 6 часов, чтобы добраться до Златоустского вокзала и уехать оттуда в Челябинск. Еще при этом мне нужно зайти на Каменную реку. Это немного в сторону, но время тоже немного отнимет. Один из участков большой каменной реки, который не нужно преодолеть. Вот я и на большом русле каменной реки. Такое вот оно большое. А вон туда вот я ходил несколько дней назад. Двуглавая сопка. Итак, значит, сегодня я был вон там, это большая каменная река. Вчера я был вон там, это откликной гребень. И позавчера я забирался на вершину двуглавой сопки. Это вон там. Я дошел до центральной усадьбы. Это были самые крутые 3 дня в этом месяце. К сожалению, мои ботинки не пережили этот поход. Там с подошвой проблемы прям вообще конкретные. А вот и мой поезд в Челябинск. Бережно относиться к имуществу электропоезда и ставить на кресло вещи, которые могут быть... Таким образом, только к 10 вечера я доехал до Магнитогорска. Доехал до центра на трамвае. Вот здесь администрация города.
Сейчас иду к одному очень известному памятнику. Такой вот у города интересный герб. К вечеру я доехал до Кургана. Здесь у меня только ночевка. И утром я уезжаю в начальную точку моего путешествия в Екатеринбург, чтобы оттуда уже потом уехать в Тюмень. В Кургане дождливо, не так холодно, как в Челябинске, и пусто. На улицах практически нет людей. Available Image Car. В пути следования вы можете воспользоваться услугами мобильного бара, а также приобрести сувенирную продукцию. Всем доброе утро. Я снова в Екатеринбурге. Отсюда я приехал из Кургана. У меня ласточка была рано утром. А здесь у меня пересадка. И я еду отсюда в Тюмень. На часах 6:30 я уже в Тюмени. Тут такая хорошая погода. Солнечно, я уже на набережной. Хочу сейчас прогуляться по городу и где-нибудь поужинать. Утренняя безлюдная Тюмень. Ни одного человека на улице. Рано утром я уехал из Тюмени для того, чтобы приехать в Тобольск, в Тобольский Кремль. Вот он. А завтра в Тобольский день города. Сегодня все усилия направлены на подготовку к проведению праздника. Тобольский Кремль единственный в Сибири и самый восточный в России. Он был основан в конце 17 века, а сам Тобольск на 100 лет позже, в 1587 году, на месте бывшего острога. Спустимся вниз, посмотрим, как Тобольский Кремль выглядит снизу.
музей сибирской каторги и ссылки. Сейчас сходим, посмотрим, узнаем. Это вот такие прогулочные дворики были. Прогулочных двориков тут несколько, в некоторых есть фотографии с тех времен, когда тюрьма еще функционировала. А она, согласно стендам при входе в музей, работала до начала 70-х годов 20 века. Вот и закончилась моя поездка в Тобольск. Сейчас я еду в Тюмень. Там пересаживаюсь на другой поезд и еду в Омск. Приехал я в Омск сегодня утром. Тут облачно, немного ветрено. В планах пройтись по набережной Иртыша и вернуться обратно на вокзал. В 5 у меня поезд в следующий город, Новосибирск. Сегодня, оказывается, День молодежи, 24 июня 2023 года. Легендарное омское метро, в котором было закопано 13 миллиардов рублей, в результате чего была построена только одна станция. Еду в Новосибирск из Омска. В Новосибирске уже плюс 4 часа к московскому времени. Примерно в час ночи буду в Новосибирске. Сегодня в Новосибирске день города, поэтому будем гулять, смотреть, что да как тут. Жетон новосибирского метро. Сейчас я уезжаю в крайний в этом путешествии город, в Барнаул. И уже утром я вернусь сюда, в Новосибирск, для того, чтобы улететь в Москву. Едем мы на таком вот поезде Новосибирск-Алматы, так сказать, международном. Я до Барнаула. Здесь у меня тоже будет немного времени, чтобы пройтись. Далее я еду в Новосибирск. И вот оттуда улетаю уже в Москву.
Новосибирском аэропорту, сдал свой багаж и буду в скором времени вылетать в Москву. Всем привет! Пришло время подвести итоги моего путешествия, рассказать, где я был, чем занимался, что делал. За мою поездку я побывал вот в этих 7 регионах. Их, учитывая, я уже посетил 62 региона нашей огромной страны. Я преодолел 4242 километра на самолете, 4380 километров я проехал на поезде и прошел пешком 164 километра. И это все за 11 дней моего путешествия. Да, вот такие результаты. Первый раз в своей жизни я выбрался на восток, за Уральские горы, ночевал в палатке, готовил еду на газу. Побывал в единственном кремле в Сибири, на Польском кремле. К этому можно добавить кучу других фактов. Я безумно рад, что смог сам организовать и найти деньги на это путешествие. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели мой влог до конца. Рад буду видеть вас снова на моем канале, а также в блогах в Телеграме, в Дзене и в Тенчате. Там я пишу про путешествия и новости туризма. Всем пока!